Всем привет, это Тостер. Здесь все самое интересное о домашней технике, и в этом видео поговорим о стиральных машинах Miele. Я уверен, что разговор будет интересным по нескольким причинам. Начнем с того, что разговор пойдет о самой доступной по цене стиральной машине Miele. Вот эта модель серии W1 стоит на момент съемки всего около 60 тысяч рублей. Я сейчас не зря сказал «всего», потому что для Miele это действительно весьма недорого. Не секрет же, что как только начинаешь говорить о технике Miele, первая, наверное, мысль, которая приходит многим в голову, сколько же придется за нее отдать денег. Да, это качественно и интересно в смысле технологий, но это же типа всегда супер дорого. А вот выясняется, что не всегда. Есть у Miele техника, доступная, скажем так, довольно широкому кругу пользователей. И, кстати, напишите в комментариях, 60 тысяч за стиральную машину – это, по-вашему, норм или все-таки дорого? Конечно, 60 тысяч – это не 15 и не 20, но ведь и не 100, не 200 и не 300. У Miele есть техника гораздо дороже. И вот поэтому вдвойне, наверное, интересно, что же потенциальный покупатель, потенциальный счастливый обладатель стиральной машины Miele получает, заплатив 60 тысяч рублей. Вполне подъемную для многих сумму. Пока будем разбираться, пока я буду рассказывать главное об этой стиральной машине Miele, сама она тоже не будет стоять без дела. Она будет стирать, как это неудивительно. Собственно, прямо сейчас мы и начнем. Мы будем использовать программу для смешанных тканей. Уверен, она часто весьма востребована, потому что повседневная одежда сейчас обычно как раз из смеси тканей. И постираем испачканные различными загрязнителями вещи, футболки и шорты. По окончании стирки, естественно, проверим, как машина справилась, не осталось ли разводов, пятен или других загрязнений. И, конечно, финально сделаем вывод о том, что вообще из себя представляет Miele за 60 тысяч. Выявим плюсы и минусы по версии Тостер и решим, давать ли модели нашу рекомендацию. Итак, это полноразмерная модель, не узкая. Глубина корпуса здесь 60 сантиметров. Это нужно учитывать перед покупкой. Что интересно, загрузка машины до 7 килограммов. На фоне многих других моделей разных брендов, которые есть на рынке, вроде даже и немного. Реально, во многих узких стиральных машинах декларируется загрузка 8 килограммов, например, а в полноразмерных 9 и 10. С одной стороны, меньшая загрузка – это минус, но я бы не спешил с таким выводом. Различные производители зачастую, скажем так, несколько преувеличивают возможности своих моделей. В последние годы вместимость узких стиральных машин, к примеру, выросла на 2-3 килограмма, но за счет чего – не очень понятно. Объем барабанов мог несколько увеличиться за счет реализации более совершенных технологических решений, но точно не на 50%. Наверное, можно в стиральную машину загрузить и 8, и 9, и 10 килограммов вещей, но что будет с качеством стирки? В связи с этим, мне кажется, немцы тут поступают честнее, не привлекая нас с вами, потенциальных покупателей, громкими, но не всегда реально работающими и правдивыми маркетинговыми лозунгами и обещаниями. К тому же даже 7 килограммов – это много, и далеко не всегда при ежедневной стирке в машину кладут столько вещей. По статистике мы с вами обычно загружаем стиральную машину примерно наполовину, или 2/3 от полной загрузки. А многие программы вообще для большой загрузки не предназначены. Надо отдать должное внешнему виду этой стиральной машины Miele. Налицо немецкая лаконичность в дизайне. Ничего лишнего, на первом месте функциональность. Но при этом нет ощущения, что на дизайн, что называется, забили. Машина выглядит современной и, что важно, понятной. Есть привычный поворотный программатор, которым выбираются циклы стирки. Прикосновением к сенсорным кнопкам в нижней части дисплея можно выбирать температуру стирки, интенсивность отжима, активировать таймер отсрочки старта, чтобы стирать в удобное время, включить замачивание для очень грязных вещей, с различными пятнами, например, стирку в большем объеме воды или ускоренную для не слишком грязных вещей. На дисплее здесь отображается время, оставшееся до окончания стирки. И давайте пробежимся по программам. Сначала классические циклы для хлопка.
Причем в один из них уже зашита предварительная стирка. Это удобно, просто выбираешь эту программу, если вещи очень грязные, и не нужно дополнительно ничего нажимать, искать нужную опцию. Экоцикл – стирка среднезагрязненного белья при температуре 40 или 60 градусов с наибольшей экономией электричества и воды. Вот для этих программ, кстати, возможна полная загрузка – 7 килограммов. Дальше идут циклы с меньшей загрузкой. Ну, то есть вы можете, конечно, загружать хоть все 7 килограммов, но тогда качественный результат не гарантирован. Да и машину перегружать крайне нежелательно. Ведь определенные алгоритмы стирки, они и разрабатываются часто именно под конкретную максимальную загрузку. Программа для смешанных тканей, которую мы используем в нашем тесте, тут загрузка до 3,5 килограммов, выбор нагрева воды до 60 градусов. Программа для шерстяных вещей, загрузка 2 килограмма, вода до 40 градусов. Бережная стирка тонких тканей, тут тоже 2 килограмма максимум и вода до 40 градусов. Особо отмечу короткий 20-минутный цикл. Стирать можно до 3,5 килограмма вещей с минимальными, конечно, загрязнениями при температуре воды до 40 градусов. Есть еще программа для стирки джинсовых и вообще темных вещей из смесовых тканей. Пригодится многим. Джинсы, в конце концов, есть в гардеробе почти у каждого, да и темные одежды в России носят много. Есть специальный режим для стирки верхней одежды, в том числе из мембранных материалов типа Gore-Tex, Sympatex, Windstopper. Если нужна пропитка изделий из микроволокна, чтобы придать им воду или грязеотталкивающие свойства, также есть специальный цикл. Для закрепления этих свойств обязательно прогладьте вещи или высушите в сушильной машине. Ну и отдельно полоскание и отжим. В целом программ стирки немного, но если вдуматься, есть все, что нужно. И для хлопка, и для смесовых тканей, и для джинсовых и темных вещей, для верхней одежды, для деликатных тканей, быстрая стирка. Весь базовый набор, которого большинству будет вполне достаточно. Или нет? Или вам нужно, чтобы было побольше программ? Напишите в комментариях, что думаете по этому поводу, как вы стираете. Кстати, чуть не забыл, здесь же есть автовзвешивание, и машина понимает, сколько вещей вы в нее загрузили, и далее на начальном этапе стирки создает ее оптимальный алгоритм по продолжительности, этапам, расходу воды. Это круто, не в каждой стиральной машине базового уровня, к которым все же относится эта модель Miele, есть эта технология. Какую бы программу вы ни выбрали и какой бы ни была загрузка, машина будет стирать тихо. И мы реально убедились в этом во время теста. Современный инверторный мотор Profi Eco работает почти бесшумно, экономичен и долговечен. Мотор, кстати, фирменный. Он разработан и внедрен в производство непосредственно компанией Miele. То есть это не закупка каких-то моторов где-то на стороне, как это нередко бывает у различных производителей. Мотор специально делали под свои стиральные машины. Продолжим изучать стиральную машину Miele за 60 тысяч рублей. На момент съемки она стоит именно столько. В этой модели реализована очень интересная система Cup Dosing. Для стирки можно использовать фирменные капсулы Miele с моющим средством или с кондиционером. На выбор есть несколько моющих средств, например, для спортивной одежды, для стирки изделий с пухом, для верхней одежды, для шерстяных вещей, для шелка и средства для пропитки, чтобы придать определенным тканям или водоотталкивающие, или грязеотталкивающие свойства. Просто вставляете капсулу в кювету, и дальше все происходит автоматически. Стиральная машина добавит средства в нужный момент и в нужном объеме. Тут смысл еще в том, что нет перерасхода. Также есть и капсулы с кондиционером для вещей с 3 разными ароматами. У Miele, кстати, есть и другие фирменные моющие средства, не обязательно в капсулах, но могут быть просто жидкими. Для разных стиральных задач, скажем так, они выпускаются во флаконах разного объема. В частности, мы используем во время нашей тестовой стирки средства для цветных вещей. 2 литров, по данным производителя, хватает на 36 стирок.
По цене получается несколько дороже, чем если использовать большинство других жидких моющих средств или порошок. А это, конечно, можно делать, никто не запрещает. Просто смысл в том, что ребята из Милли со своими фирменными средствами гарантируют максимальную эффективность стирки и наиболее качественный результат. Качественной и при этом бережной стирке служит, по информации Милли, и их знаменитый сотовый барабан. Смысл в том, что внутри структура барабана похожа на сеть, и во время стирки на поверхности сот этой сети создается тонкая водяная пленка. Вещи мягко скользят по поверхности, и механическое воздействие на них бережное, оптимизированное, чтобы не портить ткань. А еще обратите внимание на вот эти небольшие гладко отполированные отверстия для воды. Они не повреждают ткань, никаких затяжек или катушков из-за контакта белья с ними не появляется. К тому же из-за небольшого диаметра в отверстие не попадают инородные предметы. Например, скрепки из карманов не оказываются в сливном насосе. Если мне не изменяет память, именно Милли несколько лет назад представили машины вот с этой сотовой структурой стирального барабана. Это патент. А потом уже технология, несколько видоизмененная из-за патентов, стала распространяться по продуктам других брендов. Где-то какие-то выпуклости появились, где-то, наоборот, впуклости, ямки, пупырышки и все такое в стиральных барабанах. Красивая, в общем. Но немцы были первыми, и никто в этой технологии не разочаровался. Во всяком случае, у меня нет информации о каких-то проблемах с ней. Уверен, у некоторых наших зрителей есть опыт использования стиральных машин Милли. Обязательно рассказывайте об этом в комментариях. Перед тем, как мы посмотрим, как стиральная машина Милли постирала вещи, пара слов о ремонтопригодности. В этом смысле наиболее важный момент – доступ к подшипникам для их простой замены. Потому что часто именно они выходят из строя в современных стиральных машинах. Бак здесь неразборный, так что легко добраться до подшипников не получится, во всяком случае соблюдая рекомендации компании по ремонту. И вот тут нужно понимать, что подшипники часто выходят из строя по нашей с вами вине. Мы перегружаем стиральные машины, мы зачем-то включаем отжим на максимум, когда это не нужно. Вообще, по данным сервисных компаний, примерно 70% поломок случается именно из-за неправильной эксплуатации техники. Так что давайте просто внимательнее читать инструкцию и действовать в соответствии с ней. И тогда, думаю, проблем будет точно меньше. Вынимаем наши футболочки и шорты и смотрим, как они отстирались. Скажу честно, глобальных сомнений в качестве стирки у меня не было. Наши вещи не были испачканы как-то очень уж зверски. Мы организовали среднюю такую степень загрязнения, как раз то, на что рассчитана эта программа для смешанных тканей. И она со стиркой вполне справилась. Все отлично отстирано. Тут зачет. Ну и в финале пришло время обозначить минусы и плюсы по версии тостер этой стиральной машины Милли, которая на момент нашей съемки стоит 60 тысяч рублей. Напомню, это самая доступная по цене стиральная машина немецкого бренда, продающаяся в России. Уж простите, но с минусами тут довольно сложно. Цену я к ним не отношу, потому что у всех разные возможности. Кому-то 60 тысяч дорого, а кому-то адекватно. Что еще отнести к минусам? Небольшое количество программ стирки? Но все нужные базовые циклы тут, на мой взгляд, есть. Загрузка 7 килограммов, а не 8 или 10. Но мой опыт со стиральными машинами подсказывает, что такое значение ближе к реальности. Вот засунуть в стиралку побольше, конечно, можно. Но что в итоге будет с качеством стирки? Ну что еще, пара в ней нет, да. Но только вот давайте на чистоту. Вы часто пользуетесь паром в стиральной машине, если он у вас в ней есть? Пишите в комментариях. Ну, хотите, отнесу к минусам отсутствие удаленного управления со смартфона. Не знаю. В общем, давайте так. Я переложу ответственность за минусы на вас. Пишите, чего, на ваш взгляд, ей не хватает. А мы, производители, кстати, тоже почитаем. А вот достоинств у этой машины довольно много. Кроме правдивой загрузки и вполне оптимального, на мой взгляд, набора программ стирки, включая короткий 20-минутный цикл, тут есть еще патентованный сотовый барабан для максимально бережной стирки.
долговечный, энергоэффективный и тихий инверторный мотор, понятное управление с дисплеем. А еще, я об этом не говорил ранее, функция Add Load. Смысл в том, что можно добавлять или вынимать вещи уже после начала стирки, фактически на любом ее этапе, кроме полоскания и отжима, и программ стирки с увеличенным объемом воды. Плюс тут хорошая защита от протечек, корпус и наливной шланг, так что соседей, скорее всего, не зальете. Плюс таймер рассрочки старта стирки, чтобы стирать в удобное время, например, ночью, если электричество дешевле. То, что она малошумная, этому как раз способствует, кстати. Что до капсул Cup Dosing, то история интересная и круто, что ее никто не навязывает. Хочешь — пользуйся и получай гарантированно отличный результат, а хочешь — стирай с другим средством и не обязательно милли. Потому что все же это более ощутимые дополнительные расходы. Однако то, что такая технология есть, на мой взгляд, плюс. По итогам нашего разбора полетов, думаю, мы можем рекомендовать эту стиральную машину. В конце концов, аппетит приходит во время еды. Возможно, эта милли станет вашей первой милли. Потом вы ее увезете на дачу, а в городскую квартиру купите модель более продвинутую. Производителю, конечно, этого бы очень хотелось. А наш обзор и тест для того, чтобы вы имели представление о том, какой может быть ваша первая милли. Это канал Тостер. Мы не делаем из бытовой техники сенсацию, мы просто показываем и рассказываем, как она реально работает. Ставьте лайки, комментируйте, делитесь этим видео с теми, кто задумался о покупке новой стиральной машины. И не забывайте, кстати, о том, что у нас есть большой плейлист стиральные машины, где много интересного про эти незаменимые в нашей жизни устройства. Пока, до новых обзоров и тестов.